Это урок про подсчет плитки в Revit. На этом уроке я покажу, как плитку, которую мы создали на предыдущем уроке, посчитать. Вообще, какие есть способы, подходы к подсчету плитки, ну и в принципе отделки в Revit. Но плитка как самый сложный из отделки, поэтому она себя включает и базовые инструменты, и дополнительные. Комментарии вы можете ставить под этим видео, задавать свои вопросы, и я постараюсь в конце их посмотреть и на все вопросы ответить. Так, все вроде бы должно быть видно. Напомню, на прошлом уроке мы создавали плитку разными способами. Самый базовый, самый популярный, самый лучший. Так, на YouTube пишут, что слетела трансляция. Сейчас на секунду. Проверим. Секундочку. Проверяю настройки на YouTube. Вижу, что трансляция идет. Возможно, там будут какие-то задержки, но, в общем, в любом случае запись будет. Запись будет. Я загружу тогда запись на YouTube. Все, погнали, ребят, погнали. Время не ждет. Итак, на прошлом уроке мы с вами создавали плитку разными способами. Наиболее популярные это стена. Дальше мы пробовали создавать витражом. Создавали с помощью инструмента части. Ну и последний способ, самый сложный, это с помощью создания специальных семейств. И уже с размещением этих семейств на разных поверхностях. На этом уроке мы будем пробовать все это считать. Вообще базовый подход к созданию подсчете плитки — это создание спецификации количества. Я для вас заготовил небольшую шпаргалку. Какой тип спецификации вообще выбрать? Там есть несколько типов, и нам подходит два: спецификация количества и ведомости материалов. Начнем с самой простой и самой базовой спецификации количества. Но перед этим хочу заметить, если вы смотрите мое видео в первый раз и вообще не создавали отделку, отделка, уже общепринятый стандарт, в том числе и плитка, создается отдельной стеной присоединяемой к основной стене. То есть это отдельная тоненькая стеночка. И мы будем говорить про подсчет именно такой плитки. Как создать такую спецификацию? Для начала давайте посмотрим, как эта спецификация выглядит. Например, на листе у нас есть какая-то марка, у нас есть описание, у нас есть площадь. Базово площадь мы легко можем достать из спецификации количества. Но есть одно ограничение. Если мы посмотрим, наша плитка находится как на стенах, так и на полу. А спецификация количества при создании требует одного важного условия. Вы должны выбрать категорию. Если вы там выбираете без категории, то у вас не будет возможности добавить туда площадь. Поэтому поэтому при создании спецификации вы будете вынуждены создать две спецификации: отдельно на пол и отдельно на стену. Если это вас устраивает и не добавляет каких-то больших сложностей, то создавайте с помощью базового самого удобного инструмента спецификации количества. Как создать спецификацию? Я обычно всегда создаю правой клавишей на ведомости спецификации,
создать спецификацию количества. Следующее окно. Выбор категории, которую вы хотите считать. Где, чем, каким инструментом у вас создана плитка. Если она создана стеной, то выбираем стены. Поиск по категории. Стены. Следующее. Мы выбираем наши поля. Что нам нужно для спецификации? Если не знаете, что, для начала просто можно выбрать семейство и типоразмер. Просто чтобы понимать, что попало в вашу спецификацию. Не семейство, а семейство и типоразмер. То есть плитка, общий тип и название семейства. Дальше. Конечно же, это нужно площадь добавить. Потом мы видели марку. Какую марку использовать? Вообще в Revit есть просто марка типа размера. Марка несущих конструкций пока не считаем. Типоразмер — это параметр находится в свойствах типа. Марка находится в свойствах экземпляра. Если вы выберете марку, то марка, например, вот KG01 у меня есть слева, она может быть создана у двух разных стен. Да, вас Revit предупредит, что у вас дублируется марка, но теоретически вы можете создать у разных материалов одну марку, и это приведет к ошибке. Поэтому выбираем маркировку типа размера. Это наиболее удобно, чтобы избежать ошибок. Выбираем маркировку типа размера. Описание, тоже такой параметр у нас есть. Типа размере. Сейчас я все вам покажу, где эти параметры находятся. Для начала вроде бы казалось, что хватит, то есть по идее все поля мы добавили. Хорошо, идем в... Вот появилась спецификация, не будем сейчас на нее отвлекаться. Откуда мы брали все эти параметры? Выделим какую-нибудь стену, любую из стен. Каждая из этих стен должна содержать эти параметры в себе, внутри, на кнопке «Изменить тип». Находятся эти параметры чаще всего вот в идентификации. Описание. Что попадет в спецификацию? Значение из параметра описания. Вот наш аргумент. Керамогранит. Маркировка типа размера. Вот она. KG02. Все. Здесь находится то, что является просто атрибутами. Площадь считается у конкретного экземпляра в свойствах. На это вы влиять никак не можете. Программисты прописали, какой логикой они руководствовались при подсчете площади. И вот она здесь показывается, что конкретно эта стена имеет площадь 5,5, грубо говоря, метров квадратных. Но что еще нам нужно добавить в нашу спецификацию? Вернемся в нее. Как это сделать? Выберем здесь спецификация стен. По умолчанию в спецификацию добавляются все найденные соответствующие условию элементы. А какое условие у нас есть? А никакого. То есть абсолютно все элементы, которые являются стеной, сюда попали. Первое, что влияет на то, что вы видите здесь, это стадия и фильтры по стадиям. У нас здесь стадия последняя, и фильтр по стадиям показать все. Если вы не сами создавали шаблон, вы можете посмотреть, что делает фильтр по стадиям. Это можно зайти в управление, стадии, фильтр по стадиям. Вот, показать все. Он базовый, стандартный, но отображает все элементы. То есть вы должны найти здесь, например, слово «не отображается». То есть если что-то не отображается через фильтр, оно не попадет и в спецификацию. Это важный момент. Ну, в нашем случае не отображается, такого нет, поэтому все элементы попали. В принципе, все элементы нашего проекта. Все стены нашего проекта. Что делаем дальше? Надо как-то приводить это в благородный вид. Семейство типа размер показывает нам, что вообще попало. Базовая стена — это семейство, типа размер — наружный блок. Ну зачем нам наружный блок? Очень много всего лишнего. Вопрос, как избавиться от лишнего.
Для этого вы должны для себя, в вашей компании или если вы фрилансер, для себя выработать систему, как вы фильтруете только нужные стены. Чтобы фильтровать, нужно, чтобы был какой-то параметр, по которому мы будем фильтровать. Чаще всего фильтрация происходит там не в один уровень, а в два. Например, идем на лист, плитка стеной. Тут есть спецификация, откроем ее. Фильтр находится справа, впрочем, нажимаем «Заменить» и смотрим, что тут есть два фильтра. Первое, тип содержит OTD, и второе, модель содержит плитка. Почему так? В принципе, такой подход, он реализован большинством, мне кажется, дизайнеров. Почему? Потому что иногда нам нужно считать только плитку, а иногда нам нужно считать отделку. И если нужна только вся отделка, включая плитку, мы можем этот фильтр просто убрать, выбрать «Нет», и все. И тогда отобразится вся отделка. Но если нам нужна еще и только плитка, то модель содержит плитка. Где эти параметры находятся? Они находятся в свойствах типа. Вы можете зайти туда, найти их и посмотреть. Давайте это сделаем, чтобы вы точно понимали, что происходит под капотом у Revit. Так, закроем ненужные окна, слишком их много. Открылось. Вот 3D вид. Все та же стена. Базовая стена, отделка керамогранит. Изменить тип. И вот здесь находится модель плитка. А где же OTD? OTD находится в самом типе. Видите в названии? OTD керамогранит. Вы можете, если вы переименуете этот тип, уберете OTD, то все, фильтр не пропустит данный материал. Таким образом можно фильтровать, то есть сразу создавать материалы для отделки, понимая, что они попадут в спецификацию именно по этому первому префиксу. Есть другие способы. Вы можете, например, писать OTD здесь. OTD плитка. Но в этом случае вам нужно будет сделать два фильтра. Модель содержит OTD, это первый фильтр, и следующая модель содержит плитка. Либо вы вообще можете добавить новый параметр, свой даже параметр проекта и заполнять, например, отделка. Назвать его и прописать его OTD. И в отделке вы будете его заполнять, а во всех остальных он будет пустым, этот параметр. Решать вам. Но я сейчас уберу OTD, так как логика тут уже задана, зачем ее менять. Если что-то непонятно, то пишите, я повторно еще раз расскажу, как это все работает. Сейчас настраиваем фильтрацию. Больше ничего фильтровать не нужно. Если вы фильтровали по типу, что это отделка, что это плитка, то у вас останутся только нужные вам элементы. Вот, это ведомость плитки, которая была создана. Давайте откроем стены. Вот не помню. Какую конкретную спецификацию создал, потому что тут их много. Спецификация стен, либо спецификация стен 2. Скорее всего, вот это. Потому что это базовое название, да. Назовем ее спецификация количества. Так, какая спецификация количества? Стены. Или даже стены, отделка, плитка. То есть я прописал тут, что это категория стены, тип отделка, в параметрах есть слово плитка. Это будет максимально понятно нам. Мы не можем использовать двоеточие, поэтому прописываем без двоеточия. Спецификация количество, стены. Пусть будет даже OTD, плитка.
Готово. Нажали Enter. Спецификация переименовалась. Супер. Так. Что делать дальше? Фильтруем. Фильтруем, выбираем. Вот, у нас есть семейство типа размер, а типа нет. Поэтому добавляем в поле нужный параметр, тип. Дальше в фильтрах выбираем тип. Содержит OTT. Готово. Следующее. Параметра модель тоже нет, поэтому его тоже нужно добавить. Выбираем модель. В фильтрах выбираем модель. Содержит. Равно лучше не выбирать, потому что мало ли там одна буква будет отличаться. А содержит она более гибкая плитка. Смотрим. Модель. Параметр появился, тип параметра появился, семейство типа размер в принципе свою задачу выполнил. Мы увидели лишние элементы. Единственное, если, например, нам не нужен стеклоблок, его тоже можно удалить. Можно удалить. Ну, я бы, например, в стеклоблоке плитка слова не ставил. То есть можно было просто заменить в стеклоблоке параметр плитка стеклоблок мы убираем. То есть это не плитка, это просто стеклоблок. Запоминайте эти моменты, то есть вы тоже должны будете настраивать вашу спецификацию, и вы должны понимать, что некоторые элементы могут быть там лишние и не нужны просто по логике вашего проекта. Все. Все, стеклоблока больше нет, остался один керамогранит. Наша плитка. Все, семейство типа размер функцию свою выполнило, можно его убирать. Дальше площадь идет обычно в конце. Фильтра. Поля для фильтра я выберу в начало. Но вообще поля для фильтра нам больше тоже визуально не нужны, но удалять их нельзя. Что с ними делать? Заходим в форматирование. Выбираем тип скрытое поле, модель скрытое поле. Все, осталась маркировка типа. Можем просто переименовать в марка. Описание и площадь. Единственное, что площадь очень неточная, 0 метров квадратных. Ну что это за площадь такая? Поэтому можно выбрать тоже форматирование, площадь, формат поля. Галочку снимаем. Квадратные метры оставляем, но не один, а 2 десятичных знака. Не 0, а 2 десятичных знака используем. Готово. Вот описание берется из поля описания. Он достаточно большое, ну, тут уж сами выбираете, как их назвать. Что делаем дальше? То есть сейчас по умолчанию у нас сортировки группирования стоит для каждого экземпляра. Это абсолютно каждый элемент стены. Это отдельная позиция, отдельная строка. Что это значит каждый элемент стены? То есть вот мы выделяем элемент. Это одна строка. Это выделили, это одна строка. Выделили, это одна строка. Но нам же не нужно, чтобы два одинаковых элемента, например, вот эти два элемента были двумя разными строками. Это одна и та же плитка. И даже она находится еще здесь. То есть она находится в 3 строках. Нам нужно все это объединить, что это одна и та же плитка. Как это делается? Переходим в спецификацию количества. Снимаем галочку для каждого экземпляра. И нажимаем ОК. И, о боже, все исчезло. Что в этом случае делать? И почему исчезло? А у нас теперь Revit не понимает, по какому принципу мы будем объединять в строки. Ему нужно рассказать об этом. В сортировке группирования нажимаем «Изменить» и выбираем «Сортировать по». По какому принципу мы объединяем строки? Выберем, например, что у нас тип? Тип — это отделка по принципу, что они все содержат OTD. Например. Но это еще... Это что я добавил? Так. Тип. В принципе, этого может хватить.
Если у вас, например, вы видите модель, то там будет одна строка. Тоже не сработает. Потому что там только одна плитка у всех одинаковая. Если выберете маркировку типа размера, сработает по маркам. То есть если марки заполнены, то вот все уникальные марки создадут уникальные строки. Лучше всего, конечно, это создавать по типу. Потому что можно, в принципе, использовать описание, но здесь всегда кроется ошибка. А тип, он... Какая ошибка? Вы можете вообще не заполнить описание. Такое может быть, это ваш ручной ввод. А без названия типа у вас не бывает стены. Ну, в принципе, невозможно это. Поэтому выбираем тип. Готово. Вот у нас появилось 3 керамогранита. Но при этом площадь у них, вот видите, тоже варианты какие-то появились. Что-то непонятное. Это неправильная площадь. Это площадь одной плиточки, например. Если вам это нужно, то вот она, одна плиточка, пожалуйста. Если вообще есть необходимость сортировать не только по названию материала, но и потому, что это имеет какой-то фиксированный размер. То есть, например, в заказе есть одна и та же плитка, но разрезанная по-разному, то можно в сортировку добавить, например, еще и площадь. Но зачастую это не надо. То есть нам показали все стены, которые имеют разную площадь. Если они там совпадают, то тогда стены объединяются. Выбираем площадь. Форматирование. Выбираем параметр площади. И выбираем вычислять итоги. В этом случае будут суммироваться площади всех элементов, входящих в эту строку. Всех стен. Вот теперь площадь правильная. И можно добавить общий итог, заголовок, итого. Написать общая площадь. Заголовок это просто текст, итого это значение числовое. Общая площадь. Вот такая у нас получилась. Собственно, все. Спецификация количества для стен создана. То же самое можно использовать для пола. То есть вы можете абсолютно те же действия повторить и сделать спецификацию пола. И таким образом у вас будет плитка отдельно по стене, отдельно по полу. Вот такой вот базовый алгоритм. Давайте попробуем вынести на лист плитка стеной. Вот, разместим здесь. Так, дальше. Как нам убрать пустые строки? Это уже в виде настраивается. Отделять данные пустой строкой. Вот. В принципе, общая площадь на самом деле не нужна. То есть, так как плитка разная, просто мы смотрим, какая плитка, сколько площадь, все. Поэтому общую площадь можно удалить, убрав здесь общий итог. Но что, если мы хотим, чтобы это все было в одной спецификации? В этом случае спецификация количества нам не подойдет. И нам нужно будет создавать ведомость материалов. То есть мы с вами прошли первый пункт. Спецификация количества. Мы создаем 2 отдельных спецификации. Ведомость материалов — это немного, в принципе, другая сущность. Что отличается? Когда мы считаем спецификацию количества, по сути, это действительно пересчет всех элементов. Мы берем одну стену, вторую стену, третью стену. Почему стену? Потому что выбрали категорию. Почему одну? Потому что все они считаются по очереди друг за другом. И потом из них достаются параметры уже конкретно из стены. Вот эти свойства. Площадь берется именно отсюда. Когда мы считаем ведомости материалов, конкретно для стен площадь тоже берется отсюда. Только параметр не вот этот, площадь. А параметр идет через материал. Вот.
в структуре у стены есть какая-то материал. Вот берется терракот 60 на 20. Материалы, конечно же, быстро никогда не работают, поэтому придется подождать. И вот он терракот. Из его параметров берется площадь. Только мы этого параметра не видим, потому что мы им управлять не можем. Разработчики Revit не считают нужным нам его показывать, что в проекте этого материала такая-то площадь, пока мы не создадим ведомость материалов. Но фактически проект Revit знает, сколько у него терракота 60 на 120 именно материала. Сущность материал не объемный какой-то элемент, а просто плоский атрибут у стены, который мы ему назначили. То есть то, что мы в структуре добавляем материал в стену, Revit знает, сколько этого материала площади. И если отбросить вообще, чему он назначен, и собрать все терракоты и для стен, и для перекрытий, или для любых других элементов, даже если тумбочка стоит из терракота, Revit все это может посчитать, взяв просто за поиск слово терракот 60 ищу во всем проекте, где бы он ни был, чему бы он ни был назначен. Это и есть ведомость материалов. И уже сразу видна проблема, что туда попадет все, что содержит этот терракот 60. А так как мы не фильтруем по терракот 60, а вообще смотрим все материалы, то Revit возьмет, покажет все. Все тумбочки, лампочки, всякое стекло, окон, все туда попадет. Поэтому тут очень важно правильно настроить фильтры. И на этом мы сосредоточимся тоже. Хорошо. Принцип понятен. То есть мы считаем площадь конкретно материалов, а уже независимо от того, чему они назначены. Хотя зависимость там к стене там тоже будет прокладываться. Смотрим, в общем. Меньше слов, больше дела. Ведомость материалов. То есть вот ведомость плитки. Эта ведомость плитки, кстати, создана ведомостью материалов. Почему? Потому что мы можем выбрать разные категории. И вот тут у нас есть параметр, который называется материал двоеточие. То есть если вы создаете ведомость материалов, у вас появляется возможность выбирать параметры материала. То есть это вот материал двоеточие, это значит, что параметр не относится к стене, он относится именно к материалу, который назначен в какой-то стене, или полу, или потолку, или полу, или потолку. Создаем ведомость материалов. Где там? Короче, переходим в спецификации. Создаем ведомость материалов. Тут можно смело выбирать несколько категорий, потому что мы осознанно идем на этот шаг, чтобы пройдут все материалы нашего проекта. Выбираем стадию. Ведомость. Назовем ведомость плитки. Ведомость плитки. Я назову стены и пол, чтобы просто мне можно было отличить ее где-то. Следующее. Мы должны как раз найти этот материал. Вводим материал. Двоеточие. И вот все наши материалы, параметры, которые мы можем взять из материала. Тут есть площадь, тут есть объем. Собственно, всякие комментарии. То есть все, что вы в материале увидите, можно перетащить. Конкретно в этом проекте мы используем только один материал. Вот конкретно в этом конкретном примере. Материал площадь. То есть это мы вытаскиваем. А все остальное мы берем уже не из материала, а из свойств элемента, откуда этот материал был вытащен, чему он был назначен. Поэтому выбираем точно так же маркировка типа размера. Тут уже дублируем предыдущую информацию. Маркировка типа размера, тип. Дальше модель.
Не материал модель, а просто модель. Описание. Площадь, маркировка типомера, тип, модель, описание. Вроде все. И нажимаем ОК. Просто посмотреть, насколько у нас много материалов. И видим, что у нас очень-очень-очень много материалов получилось. Некоторые без марок, некоторые держатели для бумаги. Вот он, держатель для бумаги. Нужна ли нам площадь материала держатель для бумаги? Я очень в этом сомневаюсь. Поэтому исходим из той же логики, что и перед этим. Мы создавали типоразмеры стен, ну уже не только стен, но и все типоразмеры с названием таким образом, чтобы было видно сразу, это отделка или нет. Например, вот видим наружный блок, нарулок, ОТД керамогранит, ОТД керамогранит. И неважно, это было перекрытие, это была стена, это был потолок. Если мы назвали ОТД керамогранит, типа размер, то мы можем его поэтому фильтровать. Выбираем фильтр, тип, содержит ОТД. Следующая модель. Так, содержит плитка. Смотрим визуально. В принципе, больше элементов, как мы видим. При этом все соответствуют нашим условиям. Все являются плиткой, все являются отделкой. Форматирование. Тип скрытое поле. Модель тоже скрытое поле. Это параметры только для фильтрации нужны. Поля выравниваем. Маркировка. А площадь уносим вниз. И не забываем сделать в свойствах площади формат поля. 2 диетичных знака. И вычислять итоги. Обязательно, так как у нас будет сортировка группирования включена позже. Выбираем сортировку по типу. Галочку для каждого экземпляра выключаем. Если не выключить, то ничего не произойдет вообще. Готово. Все элементы, которые нам нужны, мы выделили. Теперь добавляем эту спецификацию на лист. Перетаскиваем. Так, нужно перейти и заново перетащить. Да. Вот ведомость плитки, стены, пол. Площадь сразу увеличилась, так как мы стали считать сразу и пол, и стены. Но некоторые элементы, видимо, здесь 56. Плитка русские изразцы. Она находится только на стене. Вот она. И поэтому она... То есть площадь правильно посчитали. Не забываем, кстати, данные пустой строкой, чтобы не отделялись. Находим вид. Отделять данные пустой строкой. Ну и настройки спецификации все находятся здесь визуальные. Можете поиграться и красиво это все оформить. Есть еще один интересный параметр. Хочу сказать, пока уже там в древе 2025 он появился вроде бы, или даже чуть раньше. Когда вы выбираете галочку «Включить элементы из связей», возвращайтесь на лист и скрываете с вашего вида, например, границами 3D вида, часть плитки, она исчезает из связи. Кстати, она, видите, исчезла в ведомости плитки здесь, а здесь я почему-то не применил, видимо. Так.
Включить элементы и связи. Не знаю, почему не работает, но, в принципе, это не тема урока, потом разберемся. В общем, ведомость плитки отличается тем, что сюда попадает намного больше всего. И это нужно очень тщательно отфильтровать. И фильтровать лучше именно так, как я показал. То есть возьмите просто это за данность, за стандарт и используйте в дальнейшем именно такой подход. Так, возвращаем размер нашего объекта, нашей плитки. Готово. Но вы, конечно же, если бы я видел ваши вопросы, сразу же вы сказали бы плитка, она считается количеством, как ее посчитать. К сожалению, магии в Revit не существует. Количество плитки он считает только через формулу, поэтому первое, самый распространенный способ, просто делим общую площадь на площадь одной плитки. Например, вот здесь у нас какая-то плитка есть. Мы смотрим ее размер. Смотрим ее размер. Вот тут не указан ее размер, поэтому придется нам, наверное, просто предположить, что эта плитка 600 на 1200. Хотя хотелось бы видеть, да, 600 на 1200. Берем калькулятор, умножаем 600 на 1200, только в формате метров. 0,6 умножить на 1,2. То есть одна плитка у нас 0,72. Соответственно, выстраиваем формулу, в которой общая площадь делить на 0,72. Как создать параметр с формулой? Сейчас мы с вами и разберемся. Уже будем делать на примере ведомость плитки, стены, пол. Добавляем поля. Так, создать. Вроде бы так он создается. Честно, уже подзабыл немного. Объединение параметров. Добавить расчетный параметр. Вот. Добавим расчетный параметр. Назовем его количество плитки. Тип данных. Число. Категория общая. И формулу площадь. Она у нас прямо так и называется, площадь. Точнее нет, материал площадь. Пишем прям точно материал. Двоеточие площадь. Делить на 0,70. Ага. У нас нету параметра отдельной плитки, где мы записываем площадь одной плитки. Поэтому, если мы сейчас пишем 0,72, то у нас что случится? У нас все плитки пересчитаются, как будто бы они одного размера. Но это не так. Это не совсем правильно. Поэтому надо бы создать параметр для того, чтобы это 0,72 куда-то запихивать. Для этого нам нужно создать параметр проекта, скорее всего. Вот этот параметр можно использовать. Параметр проекта. И чтобы включается в марки. Марки нам включать не обязательно. Поэтому можно добавить просто параметр проекта. Если бы нам нужно было включать марки, пришлось бы делать общий параметр. Площадь одной плитки. И это у нас параметр типа. Тип данных. Обязательно число, не длина. Или даже площадь. Ну, посмотрим, попробуем площадь. И для чего мы его используем? Так как у нас тут очень много разных категорий, я просто использую стены и потолок. Стены и перекрытие. Но если вы считаете спецификацию еще, например, по потолку, можно потолок добавить.
Этот параметр появится только у этих категорий. Для чего мы выбираем? Для того, чтобы этот параметр появился в этих категориях. Площадь одной плитки, я это называю. Окей. Теперь нам нужен этот параметр заполнить. Вот. 0. Точка. Через точку он идет. Да. Керамогранит. Сортировка и группирование, форматирование, материал, площадь, формат поля. Почему это он там? Площадь одной плитки, все понятно. Площадь одной плитки тоже нужно настроить, чтобы измерялась в десятичных. 2 десятичных знака после запятой, чтобы было. Вычислять итоги тут, кстати, не надо ставить. Здесь тоже прописываем 0,72. У нас там почти все плитки такие, кроме вроде бы изразцов. Я через запятую написал, уже тоже отвык через точку все писать. 0,72. Русские изразцы, ну пусть там будет 150 на 150. Я не буду то сейчас примеряться. 0,15 умножить на 0,15. 0,0225. 0,0225. Тут, кстати, написано 90 на 180. Поэтому, пожалуй, 0,9 умножить на 1,8. 1,62. Справлю, раз есть такая возможность. 62. 1.62. 1.62. Готово. Площадь над плитки поставили. Также можно использовать коэффициент запаса. Можно создать такой параметр. Причем вы понимаете, что вы создаете параметр не только для этой спецификации. Он будет доступен в любой спецификации. Он, в принципе, будет существовать в проекте. И вы сможете его найти в свойствах типа размера. Поэтому создаем параметр. Тоже для стен. Стены. Потолки. Полы. Перекрытие не называется. Коэффициент запаса. Плитки уже писать не будем. Это будет число по типу. Окей. Можно 1.1, то есть это 10%. Почему 10? Потому что единица это 100%, 1 это... Добавляем к единице 10% это единицы. Чем больше плитка, тем больше наш коэффициент запаса. Конечно, для крупноформатно этот способ очень плохой. Очень плохой. Сразу скажу, например, 90 на 180 лучше вручную посчитать. Но к этому мы придем позже. Например, здесь будет 1.5. Потому что больше обрезков, чем больше плитка, тем больше обрезков. Чем меньше плитка, тем лучше. Русские изразцы можно вообще использовать 1.05. Я думаю, вы уже понимаете, какая формула нас ждет. Добавить расчетный параметр. Количество плитки. Вы, в принципе, можете использовать не только количество плитки, но вычислить, например, количество плиток в ящике. То есть тут чистая математика. Что вам нужно, то можете посчитать. Это у нас число будет, категория общая, формула, материал, двоеточие,
площадь, разделить на площадь одной плитки и умножить звездочка на коэффициент запаса. Супер. Все сработало. Можно смотреть, что получилось. Количество плитки. Варианты, значит, у нас не стоит у количества плитки. Правильно вычислять итоги. Ставим. Вот. Количество плитки. Но что это такое 32 и 31? Нам нужно точное значение. Причем округлять надо каким-то хитрым способом. Сейчас вспомню, как там округлять нужно. В Revit. Тут можно либо действительно пойти через вид. Зачем форматирование количества плитки. Формат поля. Единицы. Тут не поможет. Так, у нас число. Не хочет он. Пусть будет фиксированный тогда. 0 десятичных знаков. Это самый простой способ округлить быстренько. Вот. Мы округлили. Просто по математическому округлению. Там если 0,4. 32 на 0,4 это 32. А 32 с половиной это будет 33. Вроде бы есть тут формула округлить вверх, но, если честно, я ее уже забыл. Но ее нужно будет добавить тогда вот в количество плитки вот сюда. В скобки поставить всю формулу и округл вверх условно написать. Таким образом можно написать количество. Площадь одной и коэффициент можно даже удалить отсюда, он уже... Нет, удалять не надо, надо скрыть точно, потому что он участвует в формуле. Участвует в формуле, поэтому форматирование. Скрытое поле. Окей. Таким образом можно посчитать количество плитки. Это самый такой неточный способ, но для небольшой плитки он лучше всего подходит. То есть если плитка примерно такого размера, лучше способа нет. Идем дальше. Количество панелей витража. Если вы создавали с помощью инструмента витраж, то у вас есть возможность посчитать количество вот этих панелей, которые составляет. Но при этом одна панель может быть очень маленькая. Например, там подрезка 5 сантиметров, но это будет считаться за целую панель. Вы можете, конечно, это проигнорировать, но я бы очень не рекомендовал. Как вообще создавать спецификацию панели витража, я покажу. Но способ именно что считать панели витража для того, чтобы посчитать количество плитки, я очень не рекомендую. Так же, как и формулу для крупноформатной плитки тоже рекомендую не использовать. Но покажем. Создать спецификацию количества. Для панели витража нужно именно количество. Выбираем панель витража. Ну, что у нас тут есть? У нас тут есть параметры, кстати, тип. Ширина. Высота. Вот этих параметров, кстати, нету у ведомости материалов. И это минус. Площадь. Марка типа размера. Сразу сортировку группирования по типу включим. Площадь. Вычислять итоги. Формат поля. Ширина, высота. Пока ничего не трогаем.
Маркировка типа размера. Посмотрим, что попадет. И вот тут мы видим, что вот у нас есть два типа плиток с разными размерами. Если мы сейчас включим в сортировку группирования еще и ширину и высоту, то увидим интересную спецификацию, в которой мы увидим, во-первых, марку, что марка будет повторяться у разных размеров, потому что, по сути, это один и тот же материал, но размеры у него разные. Таким образом, при желании можно создать маркировку детальную керамогранита с шириной и высотой, если там это очень важно. Но я рекомендую в этом случае использовать не марку типа, чтобы она была одна, а создать марку экземпляра и каждый кусочек промаркировать своей маркой. Типа КГ02, 01, КГ02, 02, КГ02, 03. Это действительно создаст, в принципе, очень удобную спецификацию для тех, кто будет потом с этой плиткой возиться, ее будет расставлять, раскладывать. Вот эта ширина высота — это преимущество создать плитку с помощью инструмента витраж. Но, если честно, в жизни ни разу так не делал. Мне кажется, не такое же это большое преимущество, потому что итоговое количество плитки тут, конечно, можно посчитать, но оно будет таким же неточным, как и все остальное, потому что оно будет считаться от площади. Хотя давайте попробуем в поле посчитать количество. Точно, тоже есть количество. Да, вот оно. Количество. Если мы уберем ширину и высоту, то вот что получится. У каждого типа будет количество плиток. Но размер этих плиток, как вы понимаете, может быть очень-очень разный. То есть это не просто целых плиток количество, а количество всех кусочков плиток, как бы мы их не разрезали. Использовать можно. Вы знаете, как этот инструмент работает, но моя рекомендация — поостеречься. Следующее. А как же в итоге вот эту всю крупноформатную плитку считать количество? Потому что это делать надо. Каким-то образом нужно показать. А забить параметр просто мы не можем. Параметры в Revit в строке не меняются. Что в этом случае делать? Для этого нужно добавить к параметру экземпляра количество. По умолчанию можно, если у вас не используется ни для каких функций комментарий, можно добавить комментарий. Например, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, где-то 7. Вот эти две плитки можно считать за одну, 8 плиток. То есть вот вы сами посчитали и добавили число. Но единственное, что в комментарии это будет текст. Поэтому, да, нам нужно создать общий параметр проекта. Управление, параметры проекта. Можно создавать таким образом. Можно создавать через спецификацию. Через спецификацию будет... Давайте создадим здесь, чтобы вы тоже понимали, что это одно и то же происходит. Нам нужно не выбрать, нам нужно создать новый. Количество плитки. Я выбрал общий параметр. А вот создать параметр. Все. Параметры проекта. Точно так же выбираем тут стены. Перекрытие. Потолок. Потолки. Дальше выбираем количество плитки. По экземпляру уже у нас будет обязательно идти. Тип данных число.
Все. Супер. Параметр сейчас добавится ко всем нашим стенам. Впрочем, он попал, но можно было добавить его, например, в размеры, идентификацию, куда угодно. Здесь пишем 8. Также считаем здесь. Так. Ну, я вижу, что 1, 2, 3, 4, 5. 5. Без работы ручками, к сожалению, в интерьере никуда. Все-таки Revit, он не такой уж и гибкий для дизайнеров интерьера. 6. Я не буду все прокликивать. Тут будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, условно, 7. Я просто как пример добавлю несколько таких параметров. И идем в ведомость плитки. Добавим ее лучше сюда. Это поле новое. Количество плитки. И она, кстати, будет конфликтовать с этим количеством плитки. Ну, как конфликтовать? Она называется одинаково. Мы можем просто сами перепутать. Поэтому лучше использовать префикс тут. Например, int количество плитки. Так будет правильней. Теперь форматирование для второго количества плитки нужно Сейчас подумаем, почему так. Формат поля. Для каждой стены мы добавили количество плитки. Это число было. Почему он не хочет суммировать, не пойму. Формат поля. Фиксированные пусть будут. У нас там целые числа. Но это не повлияет. Варианты, потому что у нас несколько вариантов. Это я заполнил, и они, по идее, должны были иметь возможность суммироваться. Конечно, можно пытаться разобраться. Может, другой тип выбрать. Можно попробовать использовать тип длина. Давайте попробуем это сделать. Создадим новый параметр. Назовем его уже int количество плитки. Длина, что там еще есть целое? Есть целое, во. Пусть попробуем целое. Может, тоже не сработает, но тогда я не знаю. Нужно будет экспериментировать с разными типами. Стены, пол, перекрытие, точнее. Потолки. Окей. Форматирование. Тоже не хочет он предлагать мне считать. Я добавлю сюда значение 7. Нет. Тогда единственный вариант, ну, попробовать, конечно, другие. Длину можно использовать. Создадим общий параметр int количество плитки длина. Ну, чтобы мы понимали сами размеры. Ну, пусть будут и размеры. Уж не знаю, почему не хочет их суммировать, но пусть попробуем его обмануть.
Да, если мы площадь добавим, скорее всего, будет работать. Перекрытие. Но там придется округлять. Перекрытие, потолки. Так, это тогда удалим. Это тоже удалим, чтобы... Так не работает-то совсем никак. Смотрим форматирование, количество плитки, длина. Тоже не хочет. Ну все, это тоже удаляем. В общем, тогда осталось два варианта. Насколько я чувствую, сейчас площадь должна сработать. Почему? Потому что она у нас уже сработала один раз спецификацией. По экземпляру. Int количество плитки, площадь. Также выбираем стены. Перекрытие и потолок. И потолок. Блин, в чем проблема? В экземпляре, что ли? Не могу я сообразить. Ведь мы же считаем площадь. Вычислять итоги. Он считает. Даже количество плитки он считает. Это формула. А наше заданное значение он считать почему-то не хочет. Не хочем мы это делать. Ну все, тогда единственный вариант, который я вижу, предлагаю вам, в принципе, он такой же. Он такой же, только вы не у каждой стены добавляете такой комментарий, а считайте вручную тут все стены. Тут 3, тут 5, тут 6, тут 7. И добавляете, например, в поле комментарий. Там уже не важно, он числовой, не числовой. Просто добавляйте туда комментарий 7 плиток. Это будет... И лучше это делать не на 3D и не добавляя вот так свойства. Потому что в спецификации все равно там появятся варианты, и вам нужно будет их все перебить. Поэтому ведомости плитки. Добавляем комментарий. Ну, либо создаем параметр, как мы тоже делали. И прописываем, что керамогранита 7 штук. Этого 8 штук. Вот этих, пусть будет 482. Но тут вручную нужно смотреть, чтобы соответствовало. 6. Шесть. 15. Это я условно посчитал. Конечно, не соответствует действительности, но решение есть. То есть, как завить вручную, вы теперь знаете. Поэтому идем дальше. Спецификация плитки сделана частями. У нас осталось не так уж много. У нас есть такой способ, как создание плитки частями. Сейчас покажу на 3D. Это когда мы создаем сначала перекрытие, а потом делим его на части. И одну из частей, например, заменяем на другой материал. Давайте создадим такую спецификацию. Создать спецификацию количества. И выбираем поиск по категориям части. Они так и называются. Что нам отсюда нужно? Например, тип тут есть. Попробуем исходный тип, исходное семейство, количество. Интересно, есть тут марка типа размера? Нет, просто есть марка.
есть площадь, есть объем. А вот материал, описание. У нас отсутствует, поэтому выберем просто материал, посмотрим, что у нас тут предлагает Revit. Что мы видим? Исходный тип. Отделка керамогранит без штриховки. Нужен ли он нам? Это тип, из которого мы создавали части. Вот материал, на который мы заменили, вот он, зеленый. Получается, что исходный тип нам особо и не надо. Удаляем столбец. Как бы получить описание? Вот откуда бы его взять? Название материала, оно не всегда подходит под описание. Что тут у нас есть тогда? Тут ничего нету. Исключенные. Комментарий может, конечно, добавить. Исходное семейство перекрытия, исходный тип мы уже удалили. Потому что это не работает. Ну, получается только следующим образом. В комментарии можно добавить, что это за элемент, и отсортировать по материалу. Это такой вот способ вам работать с частями. Не очень гибкий, но что есть, что имеем. Площадь не забываем с объемом. Поставить вычислять итоги. Уж не знал, что не вычисляются заполненные нами параметры. Причины я этой не понимаю. Не понимаю. Так, площадь, объем. Ну, если количество нужно считать, то, мне кажется, для частей, в общем, считается точно так же. Создаются параметры. А может, кстати, есть количество. Давайте посмотрим. Есть высота, длина. Если у вас элементы одинаковой высоты и длины, можно из этого посчитать количество, добавив их. Список. Но вот высота и длина тут почему-то не просчитывается. Может, потому что у меня неровная разрезка. И тут сложно понять, что есть что. Объем, площадь, толщина. Обычно все свойства видны в свойствах здесь. Это был способ с частями. Ну и, наверное, самый интересный способ — это создание плитки собственным семейством. И вот тут вы действительно можете посчитать количество точно, даже если это крупный формат. Но для этого вы должны создать такое семейство. Я такое семейство пробовал, создавал. На прошлом уроке я показывал, как его использовать. Ну, его, в принципе, можно допиливать под себя, настраивать какие-то моменты. В общем-то, тут можно выбирать: обрезать лево, обрезать вверх, 20. Вот. То есть мы можем полностью настраивать, откуда отрезаем. Со всех сторон даже можно отрезать. И угол, тут можно тоже уголочек срезать. Угол и его высота. Например, 500. Можно срезать по-разному. В общем, как работать с ним, можно посмотреть на моем канале. У меня есть отдельное видео, где я показывал, как это все настраивается. И отличный способ посчитать эти плитки — это посчитать количество обобщенных моделей, которыми они сделаны. Так, чтобы посчитать конкретно только эту плитку, по идее, лучше бы переименовать. Что это?
Ну или добавить в параметр, ну, OTD, плитка с рисунком, модель плитка. Таким образом, мы можем получить ее материал и посчитать количество. Создаем спецификацию количества обобщенных моделей. Обобщенные модели. Тип. Нам надо количество. Возможно, int площадь тут будет работать, не знаю точно. Описание. Марка типа размера. Вот наша плитка. В фильтрах можно настроить фильтры, но у меня, видимо, обобщенных моделей здесь больше других нет, поэтому фильтры можно пока и не настраивать. Сортировка по типу. Но у меня только один тип получился. Площадь. Вычислять итоги. Маркировку можно добавить. PL, например, 1. Описание можно записать, что это керамогранит. 10 условно. Ну и все остальные настройки тоже можно сделать. И тут количество действительно будет правильным. Если мы сейчас сделаем одну плитку другого типа, плитка без рисунка. Перейдем в спецификацию. Это где? Вообще, это вроде не то. Обобщенные модели. Это будет керамогранит. Но не 10, например, а 5. А это маркировка типа размера PL2. Одна штука. Если мы сейчас выберем, что вот эти две плиточки будут плитка без рисунка, ну, по идее, и на другой материал нужно назначить, чтобы отличались визуально. Керамогранит. Что-нибудь выбрать надо. Дуб будет. Или зеленый, например, вот. Точно будет отличаться. И добавим еще парочку плиток сюда. Выберем что-то без рисунка. Это убираем. Спецификация обобщенной модели. Вот она. И видим, что количество 4. Что делать, если у нас есть подрезка и у нас есть маленькие кусочки? Как их геометрически моделировать? Это отдельный разговор. Но как их считать? У моей плитки, конкретно у моей, есть такой параметр, как комплементарность. Если нажать, то количество плитки будет считаться за половину. Но в этом случае нужно считать не количество плитки, стандартный параметр, а использовать мой параметр int количество. Поэтому выбираем спецификацию обобщенной модели, добавляем int количество. Это количество убираем.
форматирование, количество, вычислять итоги. Кстати, да, если мы бы создали общий параметр, то int количество можно было бы заполнять точно. В предыдущем случае, чтобы удобно было работать по стенам, можно использовать параметр int количество, так как он общий. Почему я не додумался сразу, непонятно. Ладно, выбираем этот параметр, нажимаем ОК. Вот, 8,5 плиток, например. Почему 8,5? Потому что я одну нажал, что она будет за 0,5 плиток. Чтобы наглядно было, у меня есть проект, который я создавал на другом видео, показывал, как это считать, но еще раз его открою. Проект с плиткой, южный фасад. Вот я там использовал не такой крупноформатный размер, например, вот одна плитка и вот вторая. Я выбирал, что это будет одна плиточка. И ставил обоим комплементарные. Для того, чтобы подсветить, что она комплементарная, я создал фильтр для того, чтобы подсвечивать плиточки. Настройки этого фильтра. Int комплементарный равно да. Если фильтр есть, то переопределяем его на красный. Плитка становится красной, и нам понятно, что мы ее использовали. Таким образом, мы не увеличиваем количество плиток, если это не нужно. И вручную считать тоже не надо. Нам достаточно лишь указать, из каких плиток мы создаем, какие участки создаются из одной плитки. Это достаточно удобный способ, если нужен действительно точный подсчет. Но создать такую плитку достаточно сложно. У меня тут есть вот такая подрезка. Она, может, не очень удобно работает, но она есть. Есть возможность создавать эту подрезку настолько, насколько вы хотите. Так, вот. PN вправо, низ, H вправо, низ. То есть выбираем угол. Можно, например, сделать 150. И обрезка изменится. В общем, этот способ самый точный, но действительно требует настройки и создания собственного семейства. Семейство можно скачать у меня в канале библиотека семейств. В общем, приходите в Telegram, там, если что, вам подскажут. И я, скорее всего, ссылочку тоже опубликую на канале. Ну вот мы и закончили. Если у вас есть вопрос по нишам, то это уже будет следующий урок, поэтому, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на телеграм-канал, я там все это запишу. На YouTube, если ничего не выгрузилось, все обязательно выгружу. Ну и с вами был Иван Зулев, школа Intlines. Сейчас посмотрю ваши комментарии, кстати. Так, вижу, что все супер, что вопросов нету. Может быть, они есть на YouTube, если там трансляция была. Ну, в общем, друзья, спасибо, что смотрели. Надеюсь, если вы смотрите запись, это видео вам полезно. Если да, то ставьте лайк. И всем хороших проектов.